السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حسناً، اليوم عندنا درس جديد. Сегодня мы продолжим слушать историю. Давайте с вами вспомним то, что было ранее, и посмотрим новую часть мультфильма. أهلا وسهلا. تفضلا، سوف أكون معكما بعد قليل. انظري يا نورة، إن الشخص الذي يعيش هنا أرنب. أهذا صوت أرنب؟ أين ذهبت؟ أين اختفت؟ لقد كانت هنا بالأمس. يا لها من شقية. أسد؟ أهلا وسهلا بكما يا صديقي. أنا الأسد أسامة، وأنا رائد فضاء، وهذا هو مكوكي الفضائي. أنا أبحث عن همزتي، وهي أول حروف اللغة العربية. هل رأيتماها؟ لا نعرف شكلها يا أسامة. هل لديك أي صورة لها؟ بالطبع، فأنا والهمزة صديقان. Хасанан. Слово, которое вы неоднократно слышали в этой части, это слово «асад». «Асад» – это первое слово в сегодняшней части, новой части, которое произносят дети. «Асад» – они удивлены. Они говорят «асад». «Асад» переводится как «лев». Они не ожидали увидеть там льва. «Асад». Давайте посмотрим часть, которую мы сегодня будем разбирать. أسد؟ أهلا وسهلا بكما يا صديقي. أنا الأسد أسامة، وأنا رائد فضاء. Хасанан. Старайтесь слушать внимательно. Старайтесь прислушиваться к каждому слову, которое произносят герои в данном мультфильме. Первое «асад», да, это мы разобрали. «Асад» – лев. Далее он говорит «алян вассалян». Эту фразу мы также разбирали ранее, да? Эта фраза в значении как «добро пожаловать». Обычно говорят «бикя», если я говорю «добро пожаловать тебе». Но в данном случае мы знаем, что их двое, да? Я надеюсь, вы помните из уроков, что в арабском языке есть двойственное число. Поэтому здесь очень важно сказать, да, вам двоим. Он говорит «Алян вассалян бикума». То есть «добро пожаловать вам двоим». Я садикай. И здесь у нас происходит хазфун нун, то есть удалилась одна буковка нун, да? Получается два моих друга. Ана аль-асаду, я лев Усама. То есть его имя это Усама. Ана аль-асаду Усама. Ва ана и я, ана раидуль фада. Что, или вернее, кто, да? Раидуль фада. Раидуль фада – это у нас астронавт. Итак, в данной части, которую вы только что слышали, именно эти слова, да? Раидуль фада – это новое для нас слово. Это астронавт.
И в принципе, если кто не знал слово asad, а так в принципе все должно быть знакомо. Будьте внимательны. Переходим к следующей части. Слушаем внимательно. Старайтесь вслушиваться. وهذا هو مكوكي الفضائي. أنا أبحث عن همزتي، وهي أول حروف اللغة العربية. وهذا هو مكوكي الفضائي. حسنا. وهذا هو. Здесь, я думаю, все понятно. وهذا هو مكوكي الفضائي. Я думаю, многие догадались, что это космический шаттл. Макукиль Фадаи. Такое интересное название. Макукиль Фадаи. Далее. Ана абхасу. Ана абхасу. Абхасу – это у нас глагол. В прошедшем времени это глагол бахаса. Например, как переводится, да, данный глагол? Это искать. Бахасту. Я искала. Или я искал. Бахасту ан. Обратите внимание на предлог, который рядом с этим глаголом. В данном случае у нас он ниже. Ан. Я искала, то есть кого-то, да, когда я хочу сказать. Абхасу ан ухти. Я ищу свою сестру. Или же в прошедшем времени бахасту садикати. Бахасту ан садикати. Так будет правильнее. Бахасту ан садикати. Халь бахаста ан и так далее. Хасанан. Продолжаем. Значит, дальше предложение наше продолжается. Да? Ана абхасу ан хамзати. Хамза, я думаю, что вы догадались, что это есть хамза. Алиф у нас в данном случае стоит здесь с хамзой. И здесь говорится вахия ауалю. Что такое ауалю? Ауаль в арабском языке означает первый. Первый ауаль. Ауаль значит первый. Хуруф – это есть буквы. Поэтому в данном случае, да, если мы прочитаем все вместе, то у нас получится «Вахия ауалю хуруф аль-лугат аль-арабия». Она первая буква арабского алфавита. Дальше смотрим следующую часть. هل رأيتماها؟ لا نعرف شكلها يا أسامة. هل لديك أي صورة لها؟ بالطبع، فأنا والهمزة صديقان. هل رأيتماها؟ لا نعرف شكلها يا أسامة. هل لديك؟ Хасанан. Это была последняя часть. Значит, он задает вопрос, да? Халь раайтумаха. Помним, да? Глагол раа – видеть. Раа. И помним, что детей у нас двое. Поэтому используется двойственное число. Получается, халь раайту. Вы видели? Вы двое видели? Ха, ее. Ля, на'рифу. Что же такое арафа? Арафа ярифу. Арафа в прошедшем времени ярифу. Арафа переводится как знать. Например, арафту садикати мин кабль. Я знала свою подругу ранее. Арафту ан. Я знала ан Мухаммад, о Мухаммаде, например. И так далее. Я арифу в настоящем времени. В данном случае они говорят ля нарифу. Мы не знаем чего. Шакляха.
Что такое шакль? Шакль в данном случае переводится как вид. То есть мы не знаем, как она выглядит, да, по сути, смысл данного предложения. Мы не знаем ее вид. Мы не знаем, как она выглядит. Я Усама. О, Усама. هل لديك أي لديك. Что такое лядей? Лядей переводится как да, как бы, когда мы используем у тебя, данное выражение у тебя, лядейка, если я обращаюсь к мальчику, лядейки, если я обращаюсь к девочке, лядейха, если я хочу сказать у нее, лядейха, лядейхи, у него, лядейна, у нас. Эйи. Эйи – это у нас вопросительное в значении как какое, да? Халь ладейка эйи. Какая-то или какая-либо. Халь ладейк у тебя. Какая-то сура. Что такое сура? Сура, допустим, в казахском языке есть такое слово сурет. Сурет, да? Сурет – это у нас картина, да, в арабском языке. Сура – это у нас картина, фотография, это все сура. Например, я могу сказать «Хадихи сурати» – это моя фотография. Сурату ляха – ее. Ляха – как бы для нее, да? Сурату ляха. Халладейк, есть ли у тебя какая-то фотография ее, да? Есть ли у тебя какая-нибудь ее фотография? Если сказать проще на русском. И последнее. Бетаба. Бетаба. Что такое бетаб? Бетаба – это значит «конечно». Конечно, это такое восклицание. Бетаба фаана вальхамза фаана. Здесь у нас идет союз фа. Ана – я, вальхамза и хамза садикан. Я думаю, здесь понятно, да, друзья? То есть, конечно, мы с Хамзой, мы друзья. Так говорит Лев. А теперь, после того, как мы все разобрали, посмотрите заново все части, и я думаю, что вам будет понятно. Что ж, желаю вам хороших уроков и ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.